Thank you for allowing me to be with you today. Очень благодарен вам сегодня, что вы позволили мне говорить и быть с вами. As I sat here thinking of my words to share, the Spirit moved in a different direction. Вот я сидел и размышлял, о чем же я сейчас буду говорить, а я уже подготовился, и Святой Дух меня двигает в другое направление. I hope you're okay with that. Я думаю, что это ничего страшного с вами, так? In America, I am a marriage and family specialist. В Америке я служу как со служением духовный семейный консультант. And I think we in the church should be the best in the community at our relationships. И когда мы служим в нашем обществе, среди людей, в нашей комьюнити, я думаю, такие качества, как развивать взаимоотношения, очень важные способности. The pastor did not give me permission to preach for 3 hours. Пастор не дал мне разрешение проповедовать 3 часа. So I will just take 3 minutes. Поэтому я буду очень коротко, но скажу важные вещи для вас. Many of you know this passage. Многие из вас знают местописание, из которого я буду проповедовать. Ephesians chapter 5, and I will just do verse 33. Я вам скажу только Ефесянам 5:33, пожалуйста. Would you read verse 33? На экране есть, спасибо. Итак, каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Paul says many things in this passage. Очень много вещей Павел адресует в этом послании. And I can imagine that some of you dealt with these things on the way to church tonight. Некоторые вещи вы с этим посланием 5 главы вы уже сталкивались, когда шли сюда в церковь даже. The husband was busy. Муж был занят. The wife was trying to get the children together. Жена собирала детей. And everyone rushed to church И to все put on a good торопились идти в face. церковь. Yeah, put on a good face. All right. But we can forget in our busyness to do what this passage says. И в нашей занятости мы забываем об этом стихе, который мы только что прочитали. Paul says to sum up, he is summarizing all of these verses that come before. Апостол Павел пытается суммировать все стихи этой главы, 5 главы Ефесянам, в один стих. And he says, husbands, each one of you is to love his wife as himself. И поэтому он говорит: мужья, любите своих жен, как Христос любит церковь. Men, do you love yourselves? Мужчины, вы любите самих себя? Do you sit in your chair and watch the football game? Вы сидите в кресле и смотрите какую-то спортивную программу, футбол. Do you like to have a good meal? Вы желаете, чтобы у вас был хороший ужин? Do you take a nap when you can? Берете ли вы хорошо поспать, ложитесь маленькие And all of God's перерыв men для said себя, amen. берете? And all of God's men said amen. И все мужчины скажут, что? Amen. Аминь. Thank you, Pastor. Спасибо, пастор. Men, we love ourselves pretty well. Мужчины, вы знаете, мы любим себя и довольно неплохо. We take care of our bodies is what the passage says, or some of us have forgotten to take care Мы of our... заботимся о своих телах и довольно bodies. неплохо. But the passage says, men, that you should love your wife as Christ loved the church. Но стих 33 говорит, что мужья, любите своих жен, как Христос любит церковь. You should love her Вы должны любить and своих be жен tender to her. и быть внимательны и нежны к своей жене. You should listen to her words. There are many. И вы должны прислушиваться к тону ее голоса, ее слов. The Apostle Peter said that you are to treat your wife like a fine piece of china. Апостол Петр говорит, вы должны обращаться со своими женами как с немощным сосудом. So men, I am calling on you tonight. Поэтому, мужчины, я призываю вас сегодня, And you young men who are not married, better listen. а те, которые мужчины еще не женаты, пожалуйста, откройте свои уши. With the strength that God has given you as a man, С той силой, с которой Бог сотворил и дал вам, stand up and protect your woman. старайтесь встать и быть защитником своей жены и своей семьи. And in your strength, be tender to your woman. Своей силой, которую Бог вам дал, будьте нежны к своим женам. Listen to her words. Прислушивайтесь к ее словам. Treat her with grace. Обращайтесь с ней с благодатью. Can I tell you a secret?
Рассказать вам секрет? I told these guys yesterday this phrase. Я на конференции сказал такую фразу. Take care of the cook, and the cook will take care of you. Говорит, позаботьтесь о вашем поваре, а повар позаботится о вас. And all God's women said, А все сестры скажут, что Amen. аминь. Rough crowd tonight. Ladies, the passage says the wife is to respect her husband. Для вас, сестры, послание апостола Павла говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. It does not say respect him when he earns it. Тут не сказано, чтобы мы уважали, когда он заслужит уважения. It does not say respect him when he is good enough. Уважайте его, когда он добр к вам. The concept in the passage here is husbands love their wives unconditionally, and wives respect your husbands unconditionally. Послание апостола Павла такое, чтобы мы, безусловно, мужья любили своих жен, а жены, безусловно, уважали своих Ladies, мужей. you might think that's not fair. Why should I respect him when he doesn't earn it? Вы скажете, ведь это несправедливо. За что я должна уважать моего мужа, если он то или то делает? I am just reminded to love my wife. Но ведь Библия обращается ко мне, я к мужу. Ты люби свою жену. Even on her bad days where she looks like this. Даже в те дни, когда она смотрит на меня. Amen. Аминь. Ladies, do you want to be loved on your worst day? Сестры, вы хотели, чтобы ваши мужья любили нас в самые даже плохие дни, когда у вас нет настроения? Then respect your husband on Просто his worst day. уважайте, безусловно, своего мужа. Gentlemen, do you want to be respected as the man in your home? Мужья, вы хотели бы, чтобы вас уважали в вашем доме? Then following the example of Jesus. Давайте последуем примеру Господа Иисуса. Love and protect Люби и защищай your woman. свою жену. Amen. Аминь. I think the men in the room may not talk to me anymore. Мужья, наверное, в нашей комнате притихли и, наверное, больше со мной не будут говорить, даже не улыбаются. Thank you for allowing me to encourage you just for a minute tonight. Спасибо, что вы дали мне маленькое сказать слово для вашего ободрения. Слава Господу.